Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Очень-очень много запросов по поводу этой кокетки. Я вязала ее сначала из дорогой пряжи и теперь из бюджетной. Расскажу о составе и расходе обоих пряж. Я уже второе изделие заканчиваю. У меня остался только один рукав. Как видите, завершить. Половина манжета уже связана. Итак, значит, проявили к ней большой интерес, поэтому пришлось вязать вторую. По высоте обе кокетки у меня, смотрите, одинаковые. Сейчас замерим сколько. Количество прибавок радиальных по 24 прибавки за раз я делала в одной и в другой 5 раз. То есть 5 раз прибавляла по 24 петельки. Все подробно смотрите видео. Здесь высота ряда была меньше, поэтому я ее продлила, вот еще добавила вот этот вот узор, да, который у нас сверху. В данной кокетке в мастер-классе второго узора не будет, второй полосы такого же узора не будет, но количество петель, когда я закрываю кокетку, почему я ее закрываю, ссылочка сейчас вот здесь вот выскочит у вас. Я объясняла, чтобы ее стабилизировать. Ну, на всякий случай, кто не видел, посмотрите, рекомендую очень. Итак, значит, одинаковое количество петель завершила я обе кокетки и одинаково распределяла. Поэтому, в принципе, и одна, и другая пряжа подойдет. Теперь давайте о пряже. Сначала об этой. Это пряжа из интернет-магазина Сундук Хомяка. Здесь она дорогая, поэтому в альтернативу вам сейчас предложу. Здесь 70% мерino экстра файн, 20 шелк, 10 кашемир и 233 метра на 100 грамм. Продается в пасмах. Я вязала в одну ниточку. Расход 480 грамм. Кстати, расход очень хорошо уходит на вот такие двойные манжеты, но ничего страшного, зато изделие очень качественно смотрится. На горловину также вам оставлю ссылочку. И вот здесь в подсказках в правом верхнем углу будет. Далее поехали. Значит, расход и о пряже сказала. Ссылка на эту пряжу, кому надо. Такого цвета уже нет. Посмотрите другие цвета там. В разделе кашемир можно посмотреть. Ну и на всякий случай я ссылочку оставлю. Теперь по поводу вот этой пряжи. Эта пряжа тоже из интернет-магазина Сундук Хомяка. Софил Спам. 42 акрил, 30 полиакрил, 14 мохер и 14 вискоза. Метраж 900 метров на 100 грамм. Я вязала в 2 нити, соответственно, 450 метров на 100 грамм. Сейчас предложу альтернативу. Мой цвет называется дымчатый меланж. Расход на все изделие, вот сейчас я взвесила, у меня точные электронные весы, вместе со спицами, то есть с плюсиком, да, потому что буквально здесь мне еще внутреннюю часть резинки надо будет провязать. И, собственно, низ у меня полностью готов. Ушло 248 грамм. Что могу предложить в альтернативу? Сейчас на экране у себя увидите. В магазине Yarn 21 самая адекватная цена на пряжу Ангора Реал 40. Во-первых, мне эта ниточка нравится, я из нее вязала. Я ее хорошо знаю. И самая адекватная цена там. И, кстати, посмотрите, какие расцветки там есть. Просто невероятное количество оттенков. Я вам на экране показываю не все. Ангор Реал 40 это 46-60 акрил. 480 метров на 100 грамм. Вязать можно в одну нить. Если хотите связать на размер меньше, значит на горловину набираете 96 петель, делите на 24 прибавки, на 24 раппорта, и получается у вас по 3 петли. Значит, первую прибавку будете делать просто накид 3 лицевые, накид 3 лицевые. Когда я делала на 120 петлях, накид 4 лицевые, это первая прибавка. Ну и, соответственно, дальше на одну петельку прибавляете. В тех рядах, в которых я говорю, делаем прибавку 24, я все показываю на листочке. Вы просто на меньшие размеры выпишите себе, допустим, первая прибавка 96 плюс 24 равняется 120. Вторая прибавка 120 плюс 24 равняется 144 и так далее. И также сделайте 5 прибавочек, потом закроете. Во второй части мы уже будем набирать по изнаночной стороне со стороны спинки именно, потому что понадобится азиатский росток. Там тоже есть свои нюансы. И как улучшить посадку я вам обещала рассказать. Поэтому пока вы будете вязать кокетку, я уже
ролик появится уже на канале, как улучшить посадку и, собственно, вторая часть продолжения джемпера этого. А на больший размер просто у вас будет линия реглана длиннее. Вот и весь разговор, как говорится. Давайте я измерю высоту кокетки. Если по переду от горловины, да, потому что сзади у меня азиатский росток, поэтому он опустил горловину, да, и спинка поднялась. Значит, 19 сантиметров до закрытия. А далее просто продолжаете по ширине. Здесь будет достаточно и на 50 размер. Хотите, если вы обладаете интуицией, да, хотите, добавьте еще одну там шестую прибавку, также 24 петли по кругу равномерно, да, называется радиальные прибавки. А как измерить? Это измерение будет неточное, но тем не менее я попробую. И 73, как видите, полуобхват, да, как это, полудиаметр, можно так сказать. Ну, в принципе, все сказала. Желаю вам легких петелек, девочки, и самое главное, будьте здоровы. Спица номер 4, слезка 40 сантиметров для шапок. Пока буду на них набирать на горловину. Крючок номер 3 и бросовая нить Alize Diva. Крючок под ниточку против часовой стрелки и сформировали первую петлю. Кладем на ниточку спицу, подхватываем нить, протаскиваем сквозь петлю, огибаем ниточку сзади, подхватили, протащили. 2 петли, 3 и так далее. Нужное количество петель набираем. 18, 119 и 120. Теперь делаем воздушную цепочку. У меня уже ниточка отрезана. И вот от этого места, потом вот эту воздушную цепочку сделайте побольше, мы потом будем набирать и петли. Так, вытащили ниточку, все, зафиксировали. Теперь я намеренно на правую спицу перекину несколько петель, для того, чтобы потом при обработке горловины у меня ниточки не состыковывались. Пока я спицы оставляю 40-ка, я имею в виду с леской 40 сантиметров. И теперь прикладываю нить, она у меня вот 2 сложения. Просто прикладываю и начинаю вязать 3 круга подряд просто лицевыми петлями. Номер спиц не меняю. Единственное, может быть, во втором, в третьем ряду перейду на спиц номер 4 тоже, но с леской в 60 сантиметров. Так будет удобнее вязать. Итак, у нас было 120 петель, провязали 3 ряда лицевыми петлями. Теперь будем делать прибавки. Прибавки радиальные, то есть равномерные. Так как у нас 120 петель, делим на 5, 24 прибавки должно быть равномерно распределено по кругу, да? 120 плюс 24 прибавки, получается у нас 144 петли. В раппорте будет 6 петель. Кому удобно, отметьте каждый раппорт по 5 петель. Вот каждый. Это для тех, кто начинающий. Итак, делаем накид и провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас с вами 4-й ряд. Накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И так продолжаем до конца кругового ряда. Заканчиваем вместе накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь обнуляемся, допустим. Ставлю счетчик на 1-й ряд. Следующие 2 ряда мы будем вязать лицевые. Но при этом прибавку я замаскирую за заднюю стеночку. То есть, если я провяжу за переднюю, то будет дырочка. А мне не хотелось бы отвлекать от основного узора, да, который у нас идет дальше. Вот они, дырочки, вот эти вот, их немножко видно. Это как раз таки прибавки. Итак, провязываю за заднюю стеночку. Получается лицевая скрещенная. 1, 2, 3, 4, 5. Снова попадается накид, встречается, да, мы его за заднюю стеночку маскируем. Провязали и так далее.
И снова накид попадается за заднюю стеночку и 5 лицевых. Это у нас с вами 5-й ряд, 6-й ряд, лицевые петли. 6-й ряд, все петли лицевые до конца кругового ряда. 7-й ряд будем делать вот такие вот дорожки. Итак, берем 3 петельки, заводим спицу после 3-й петли, вытаскиваем ниточку, стараемся ее натянуть так, чтобы она не стягивала вот эти 3 петли. Накидываем на левую спицу и вот этот накид вместе с первой петелькой из 3 провязываем вместе слева направо. 1 петля, 2 и 3. Вот так получится. Снова 3 петли отсчитываем, 1, 2, 3, заводим петельку, вытаскиваем ниточку, кидаем на левую спицу, провязываем накид вместе с первой петлей, 2 и 3, и так до конца 7-го ряда. Заканчиваем 7-й ряд вместе, последний раппорт, вытягиваю ниточку и провязываю 1, 2, 3 петли. Следующие 2 ряда вяжем просто лицевыми петлями. 8-й и 9-й ряд просто лицевые петли. Девятый ряд довязываем вместе. И 10-й ряд снова будем делать такую же дорожку, но единственное, сместимся на 1 петлю. Для этого я снимаю счетчик рядов, провязываю 1 петлю, ставлю счетчик рядов и то же самое делаем. Берем 3 петли, 1, 2, 3, вытаскиваем ниточку, на левую спицу кидаем, первую петлю вместе с этой вытянутой ниточкой провязываем. 1, 2, 3 петли. Еще раз вытянули ниточку, кинули на левую спицу и провязываем 3 петли. Первую петлю вместе с вытянутой петелькой. 1, 2, 3. В конце ряда к вам вернусь. Довязываем 10-й ряд вместе. И последний раппорт, вытянули ниточку, кинули на левую спицу, провязываем 1, 2, 3 петли. И так как мы перемещали 1 петлю, поэтому я снова снимаю счетчик рядов, 1 петлю возвращаю и вешаю счетчик рядов. Ставлю 11 ряд, петлю перекидываю провязанную, 11 и 12 ряд лицевые петли. 13 ряд у нас будет 2-я прибавка, то есть радиальные прибавки по кругу. Накид и 6 лицевых. В раппорте будет у нас 7 петель, а по кругу будет у нас 168 петель. Итак, накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт закончен. И продолжаем. 1 накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 до конца ряда. 14 ряд и следующий 15 будут лицевые петли. В 14 ряду будем провязывать накид скрещенной лицевой петлей за заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В раппорте 7 петель так и остается у нас. Снова накид провязываем и 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель в раппорте и так далее. Следующий у нас ряд также будет лицевой 15. 16 ряд изнаночные петли, а также 18 ряд
Я уже не буду возвращаться. 16-18 ряд вяжем изнаночные петли, весь круговой ряд. 17, 19, 20 ряды это будут лицевые петли. И получается вот такая вот дорожка у нас. То есть изнаночный, потом лицевой, изнаночный, 2 лицевых ряда. Далее мы сейчас делаем прибавочку, вот она. И будем вывязывать вот этот вот треугольник. Третья прибавка. Давайте обнулимся для удобства. Сейчас у нас будет в раппорте 8 петель. Мы будем делать накид и провязывать 7 лицевых. У нас было 168 петель, сейчас добавится 24, получится 192 петли по кругу. Далее мы второй и третий ряд вяжем просто лицевые петли. Итак, сейчас у нас первый ряд. Накид и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это один раппорт. Далее мы повторяем до конца кругового ряда. Следующие 2 ряда, ну, естественно, накид мы вяжем за заднюю стенку скрещенной. И следующий третий ряд мы вяжем также лицевые петли. Начиная с 4-го ряда будем вывязывать вот такие вот ромбы. Показываю схему. Будем вывязывать через ряд, а в нечетных рядах будем там 5, 7, 9 и так далее будем просто провязывать лицевыми петлями все ряды. Итак, значит, провязываем. Нам надо 8 петель в раппорте, у нас как раз 8 петель. Кому удобно, пометьте каждый раппорт. Итак, как провязываем? 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе. Слева направо обе петли подхватываю за обе стеночки и провязываю, при этом подтягиваю. Накид и 3 лицевых. 1, 2, 3. И одна петля у нас, то есть между ромбами, а точнее между самой широкой частью будет проходить одна петля. И повторим раппорт. 2 лицевые, 1, 2, теперь 2 вместе с наклоном вправо, слева направо обе петли подхватили, провязали, подтянули при этом накид и 3 лицевые, 1, 2, 3, а точнее 4. Вот таким образом вывязывать начинаем первый ряд нашего треугольника. Ну а как мы идем по ходу, у нас 4-й ряд. 4-й ряд закончим вместе. 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, провязали, подтянули, накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 5-й и все нечетные, как я уже говорила, просто лицевые петли. 5, 6, 7, 8. Перекидываем маркер. И если у вас стоят везде маркеры, да, то считаем до 8. И вот она, первая дырочка у нас получилась. 6-й ряд. 1 лицевая, 2 вместе наклоном вправо, провязали, подтянули, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе наклоном влево, перевернули стеночками левым к себе, за задней стенки провязали, подтянули и 2 лицевые, 1, 2. Повторим раппорт. 1 лицевая, 2 вместе наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе наклоном влево, провязали, подтянули и 2 лицевые. Повторяем до конца кругового ряда. 8-й ряд. 2 вместе с наклоном вправо, слева направо обе петли подхватили, провязали, подтянули, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе с наклоном влево,
перевернули левыми стеночками к себе, за задней провязываем. Подтянули. И 1 лицевая. Раппорт закончен. Повторим. 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе с наклоном влево, перевернули 2 петли, за задней провязали, подтянули и 1 лицевая. Продолжаем до конца кругового ряда. Следующий ряд 9, вяжем лицевые петли. 10 ряд узора. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Теперь начинаем треугольник закрывать. 2 петли переворачиваю левыми стеночками к себе и за обе задние стеночки провязываем. Подтянули. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном вправо, слева направо петли подхватили, подтянули. Накид и 1 лицевая. Раппорт закончен. Далее он повторяется до конца кругового ряда. 12 ряд. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, разворачиваем левыми стеночками к себе и за обе задние стеночки провязываем. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, провязали, подтянули, накид и 2 лицевые, 1, 2. И повторяем раппорт до конца кругового ряда. 14 ряд, и это последний ряд, когда мы закроем ромбик. 2 лицевые, 1, 2, накид. Следующих 3 петли нужно провязать вместе 1 петлей с центральной петлей посередине. Для этого 2 первых снимаем слева направо, на правую спицу не провязывая, 3 петлю провязываем, 2 первых перекидываем и подтягиваем. Накид и 3 лицевых. 1, 2, 3. И раппорт повторяем. Далее мы провязываем 14 ряд, 15, 16 лицевые петли. 16 ряд провязала и остановилась. Мы сейчас вот закончили тромб, да? И теперь у нас 4-я прибавка. Мы будем делать накид, провязывать 8 лицевых и так далее до конца кругового ряда. У нас было 192 петли плюс 24 прибавки равномерные, получится 216 петель. В раппорте будет по 9 петель. Далее 2, 3, 4 ряд лицевые петли. Ну, соответственно, во втором ряду у нас накид будет провязываться скрещенной лицевой петлей, как мы делали раньше. 5 ряд изнаночный. Это вот эта вот дорожка получается, мы делаем. 6 ряд между ними лицевой и 7 ряд изнаночные петли. Вот эти вещи мы сейчас выполним самостоятельно. Так, делаем накид и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в раппорте становится по 9 петель. Перекидываем маркер. Кому надо, да, ставим по 8 петель, каждый раппорт отмечаем. В данном изделии, когда я прошлась, вот такие дорожки сделала, да, ряд лицевых провязала. Здесь не ряд, а здесь 2 или 3 ряда. И потом повторила вот такие же комбинации, да, вот такой вот узор. И также несколько рядочков после обвития вот этих петелек. И закрываю кокетку, стабилизирую ее. Почему я так делаю? Я оставлю ссылочку, чтобы не повторяться здесь. Сейчас я нахожусь вот в этом месте, в данном изделии. И по высоте смотрю, ну, практически я уже, потому что изделие еще под собственным весом подтянется. Азиатский росток нам еще немножечко даст высоты, добавит. Поэтому, в принципе, я сейчас сделаю последние прибавки, и можно будет закрывать вот так же кокетку. И далее будем делить на перед и спинку и вывязывать рукава и тело джемпера. Итак, это будет 5-я прибавка. Будем делать накид и 9 лицевых. 216 петель было, плюс 24 прибавки. Получается 240 петель на спицах. В раппорте будет по 10 петель. Первый ряд делаю. Накид. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И повторяем раппорт до конца кругового ряда. Накид 9 лицевых. Следующий ряд я провяжу лицевыми, соответственно, накид замаскирую за заднюю стеночку, а далее будем вместе закрывать. 2 ряда после изнаночного ряда я провязала выше, и теперь буду закрывать кокетку. Спицы можно взять больше размером, на 1 размер или даже на 2 размера, для того, чтобы край не был затянут. Я буду делать этими же спицами, только буду растягивать петли, ну, чтобы они были посвободнее. Итак, провязываю одну петельку, перекидываю через нее предыдущую. Видите, я просто вытягиваю петлю посильнее для того, чтобы не затянуть край. Провязываем лицевой и вытягиваем петельку. Провязываем лицевой и точнее протягиваем через нее петельку, да? Провязали, перекинули, провязали, перекинули. Не бойтесь, что край будет слишком растянут, потом будем по изнаночной стороне собирать петли, получится вот такая красивая косичка. У меня осталось буквально пару петель закрыть. Перекидываем через последнюю петлю и отрезаем нить. Вытаскиваю ниточку, и понадобится крючочек, чтобы сделать дополнительную петлю, чтобы у нас не потерялась ни одна петелька. В самую первую, которую закрывали, заводим ниточку на лицевую сторону. Теперь с изнаночной стороны входим в последнюю петлю, в ее центр, и ниточку вводим на изнаночную сторону. Все, вот таким образом у нас непрерывная косичка получается.